С момента выхода последней игры по вселенной Квэша уже прошло порядка 5 лет, и многим могло показаться, что разработчики Supercell забыли о фанатах этой вселенной, но нет, разработчики порадовали нас анонсом сразу 3 новых игр по этой вселенной в виде Clash Quest, Clash Mini и Clash Heroes. Друзья, скажу вам сразу, что это не ролик уровня орущего дурачка о новых играх Supercell, рассчитывающего на то, что по-быстрому бы хайпануть просмотров, хотя сам вообще даже не понимает, как строится игровая механика. Нет, здесь мы детально разберем, что это будут за игры, в каком жанре будет происходить действие и чем они вообще будут отличаться от существующих игр Clash of Clans и Clash Royale. Подумаем о том, какая судьба ждет эти игры, и поговорим о том, когда в эти игры можно будет поиграть. Начнем по порядку с Clash Quest. Как заявляют разработчики, на создание этой игры их вдохновило особенности атаки каждого из воина Клэша. И они подумали, а как можно применить их особенности в другом жанре? В этот раз мы видим, что ребята из Supercell делают очередную попытку в жанре игр 3 в ряд. Это далеко не первая попытка Supercell войти в этот жанр, тут можно сразу вспомнить Spooky Pop, подробнее об этой игре и других играх Supercell ты можешь узнать из этого видео. И если кратенько, в этой игре игрок выступает за группу цветных персонажей, на которых наступают привидения. Вам же необходимо собирать фишки в ряд, игрок активирует атаку одного из своих персонажей соответствующего цвета, а сами уровни проходятся в несколько волн. Похожую механику мы сразу можем заметить и в Clash Quest. Видимо, разработчики очень рассчитывают на знакомых всем персонажей и стилистику Клэша, если уж снова решили пойти в этот жанр. Цель игры состоит в том, чтобы атаковать укрепленные сооружения и не потерять всех воинов снизу, иначе вы просто проиграете. Как и в любой другой игре жанра 3 в ряд, чтобы нанести сопернику как можно больший урон, необходимо собрать одинаковых героев в ряд, и эффект от их удара будет куда значительнее, если, допустим, использовать их по одному. Открывать новых воинов можно будет по продвижению по архипелагу. Особенностью данной игры станет разнообразие боссов, так как в Clash of Clans есть лишь один босс, который проживает в логове дракона, как мы с вами все знаем. И на этом как бы все. Здесь же вы сможете сразиться с самим королем гоблинов, лава-големами и многими другими, как обещают разработчики. Изначально игра может показаться очень простой по геймплею, но все ее особенности будут раскрываться по мере прохождения игры. С новой стороны для вас, так как помимо всем узнаваемым приемам, воины будут наделены также пассивными способностями. Разработкой игры занимается основная студия Supercell, которая расположена в Хельсинках, которая занималась разработкой Clash of Clans и Clash Royale, а вот двумя другими занимается новая команда из Китая. Давайте о них и поговорим. Как заявляют разработчики, работа над Clash Mini идет уже очень давно. С первого взгляда может показаться, что это какой-то Clash Royale, так как снизу можно сразу увидеть постепенно наполняющиеся ячейки эликсира, да и сами ячейки карты, на которых стоят персонажи, четко на это указывают. Подробнее о ходе разработки Clash Royale вы можете узнать из этого ролика, там я подробнее разобрал эту игру, которая недавно, кстати, отпраздновала, ребята, юбилей. Но не дайте себя обмануть, перед нами не что иное, как мобильный батлер. Это уже не первая попытка Supercell откусить кусочек пирога у японской студии Mixi, которая прославилась своим Monster Strike'ом. Так, в 2015 году Supercell уже выпускала Smashvent. Smashvent была основана на физике, где нужно было запустить своего персонажа так, чтобы он задел врага. У каждого персонажа была своя способность, что выглядело довольно симпатично. Об этой игре я уже подробно рассказывал в своем ролике, можете узнать подробнее об этой игре, если интересно, конечно. Игровой процесс батлера вращается вокруг цели создания максимально сильного отряда для победы в боях и турнирах, ну или достижения первых мест в игровых рейтингах, которые, скорее всего, конечно же, будут добавлены в игру. В таких играх вам необходимо выставить воина на поле, а он за вас уже будет сражаться, как и в любом другом автобатлере. Видно, что эта игра, в отличие от множества подобных игр, сильно упрощена, в угоду максимальной доступности для широкой аудитории. Это не есть что-то плохое на самом деле, вы уж не подумайте. Во многом подобный подход и позволял создавать студиям Supercell хиты на подобие Clash of Clans и Royale. А учитывая то, какой сильный упор шанхайская команда делает на узнаваемых героев,
по вселенной Квэша. Здесь мы с вами можем увидеть мимимишного принца, рыбака или того же дровосека, так что аудитория вполне сможет влиться в проект с узнаваемыми героями. И перейдем к последней игре под именем Clash Heroes. Если рассматривать в деталях происходящее на экране, то мы сразу можем понять с вами, что перед нами многопользовательский изометрический экшен. Пока заметил, что доступен лишь PvE режим, рассчитанный на 3 игроков, то есть сможете одновременно защищать какую-то территорию вместе со своими друзьями. Но подобную механику, а также наличие уникальных героев можно легко встроить и в моба жанр, учитывая тот факт, что разработчики позаимствовали схему управления из многочисленных моба игр. Так что не удивлюсь, если игра превратится во что-то подобное. В этом проекте ваша основная цель состоит в том, чтобы исследовать множество разнообразных миров из Квэша, проходить карты, а также биться на аренах вместе с друзьями. Также разработчики рассказали, что впервые стали пользоваться мощным графическим движком, таким как Unreal Engine 4. Получается, что в этот раз они отказались от Kotlin в пользу Unreal, но по визуальному наполнению и количеству эффектов это было в принципе предсказуемо, так как игра значительно отличается от прошлых проектов Supercell. Как отмечают разработчики, для них это совершенно новый опыт разработки, но эта игра, к сожалению, пока все еще далека от завершения. В этот раз компания впервые отошла от своего правила не показывать игры, которые еще только находятся в разработке. И это действительно так. Ранее анонс происходил одновременно с выходом игры в soft launch, но не в этот раз. Это говорит о том, что Supercell взяла на вооружение опыт разработки Brawl Stars, так как во время бета-теста этой игры она не пользовалась особой популярностью, и игру долго переделывали. Именно поэтому у игры был такой долгий путь разработки. В ней поменяли монетизацию, интерфейс, управление и многое-многое еще. И в итоге все-таки проект стал хитом. Но в Supercell сразу предупреждают, что если по итогу разработки игры они не достигнут стандартов студии, то их быстро закроют. Из всего этого можно понять, что до выхода какая-то из игр может просто не дотянуть. Так что, ребята, давайте вместе повангуем в комментариях, как ты думаешь, какую из этих 3 игр Supercell закроют, а какую точно выпустят? Может быть, Clash Quest закроют, а Clash Heroes наоборот выпустят, и мы сможем в нее поиграть? В общем, пиши, как думаешь именно ты. Также в компании отметили, что это не единственные игры, над которыми сейчас трудятся разработчики Supercell, и впереди нас ждет множество других анонсов. Как заявляют разработчики, задача этих игр — увеличить аудиторию вселенной Квэша, ведь многие стали забывать о их прошлых играх и уходить в другие проекты. Посмотрим, удастся ли им в этот раз вернуть старичков снова в игру. Ну а если тебе был интересен и полезен мой разбор этих 3 новых проектов, то просто поставь лайк под этим видео, а я продолжу и дальше работать над новыми роликами. Ну и до встречи в новом видео, друг!